Здравствуйте, меня зовут Константин, и сегодня мы продолжаем рассматривать возможности работы с инструментом SolidCAM 2021. Сегодня мы будем рассматривать работу с инструментом в токарном либо токарно-фрезерном станке, у которого есть возможность индексации револьверной головы на 15 градусов. Давайте посмотрим фотографию. Фотография револьверной головы. Как вы видите, в этой револьверной голове 24 позиции инструмента. Но позиций установки инструмента только 12. Работа с позициями с 13 по 24 возможна при условии использования специального блока. Так вот, давайте начнем. Я скачал блок. Это 4-позиционный блок. Вот это прямолинейная позиция для инструмента, который располагается параллельно оси X. Верхняя позиция, она под углом 15 градусов от основной нашей позиции. То есть при установке этого блока и задание инструмента, допустим, 13, у меня будет вызван инструмент, который находится в позиции под углом 15 градусов. Так вот, для начала нам нужно установить системы координат. Я их уже установил. Если кто не видел, как я это делаю, то посмотрите предыдущее видео, там это я все показываю. Так вот, у нас есть 5 систем координат. Первая система — это система координата блока. И дополнительные системы координат каждой позиции инструмента. Давайте я сохраню этот блок в формате STL. Выбираю формат STL и нажимаю параметры. Здесь важно выбрать нашу первую систему координат. То есть мы сохраняем в нашей главной системе координат. И я ее сохраню. Давайте я еще создам одну папку. И сохраню эту модель в формате STL в эту папку. Итак, мы сохранили блок в формате STL, и давайте теперь его добавим в таблицу инструментов. У меня уже есть таблица инструментов. Я добавлю этот блок в мою таблицу инструментов, чтобы не вызывать, не импортировать каждый раз блок отдельно. Импортируем структуру. У нас появился блок. Так вот, теперь нам нужно создать точки крепления инструмента. У меня их 4, так как у меня 4 позиции для установки инструмента. Если у вас двухпозиционный блок, у вас будет 2 узла. Переходим в соединение и определяем
первый узел. Для этого мы нажимаем 0 и автоматически считаем расстояние между нашими системами координат, которые установили заранее. Это наш первый узел. Я добавляю неподвижный узел. Это у меня второй. Теперь у меня между первой и третьей системой координат я добавляю еще один неподвижный узел. Между первой и четвертой. И я добавляю еще один неподвижный узел между первой системой координат и пятой. Таким образом у меня появились точки крепления инструмента. Это те позиции, куда у меня инструмент будет автоматически ставиться при установке инструментов Toolkit. Узлы я могу переименовать. Да, обязательно тип привода поставим не применять на каждом узле, так как это у нас токарный блок. Сохраняем и выходим. Это окно теперь можно закрыть. И теперь еще одна главная вещь, чтобы вы могли работать именно с такими блоками и револьверной головой, которая индексируется на 15 градусов. Вы должны зайти в файл VMID станка и установки системы. Нет, извиняюсь, простите. Нам нужно выбрать Turret и Rotary Turret Interpolation. Нам нужно поставить да. По умолчанию там стоит нет. То есть нам нужно поставить да, сохранить и выйти. После того, как мы изменили файл VMID, теперь мы можем работать с такими оправками. Давайте попробуем, как это будет выглядеть. Я захожу в новый инструмент, импортирую блок из библиотеки инструментальных компонентов и устанавливаю его в позицию. Включу предварительный просмотр. И вот в таком виде у меня блок. Так как я сейчас буду работать на главном шпинделе, то есть я инструменты буду ставить в левую сторону.
Выбираю инструмент, наружное точение. Перехожу в соединение, и мне нужно указать, в какой узел мне его нужно установить. В данном случае это будет первый узел у меня. И значениями x, y, z я его устанавливаю в узел. Но для начала я державку поставлю левую и перехожу в соединение. Ввожу значение. Мой резец установлен. Он у меня под номером 7. И корректор для этого инструмента будет также под номером 7. Теперь я добавляю еще один инструмент. В этом блоке позиция, которая находится под углом 15 градусов, там располагаются инструменты с сечением державки 20 на 20. Я меняю сечение державки. И устанавливаю ее в третий узел. Обратите внимание, резец у меня наклонился под углом 15 градусов. И теперь также значением Y X я устанавливаю резец в эту же позицию. И теперь самое важное, чтобы система поняла, что у нас револьверная голова индексируется, мне нужно выбрать точку резания. Я выбираю точку резания, нажимаю припуск, и мне нужно поставить галочку «Изменить ориентацию». И автоматически у меня положение индексировалось. Я могу здесь поставить плюс 15, тогда голова индексируется в другую сторону. Я поставлю минус 15. И теперь, опять же, самое важное, нам нужно поставить корректор. Давайте вернемся к фотографии. И я смотрю, что если у меня инструмент в седьмой позиции и блок резец у меня находится как бы сверху, да, то у меня это будет 18 позиция. То есть, опять же, это кто как привык использовать корректора, да, то есть с 1 по 12 позицию корректора, понятно, тоже с 1 по 12. И так как мы работаем на главном шпинделе, то здесь также нужно поставить корректор под номером 18. Давайте еще раз сверимся
с нашей револьверной головой. Да, 18 позиция. То есть здесь я поставил корректор номер 18. Сохраню, выйду. У меня готовы такие уже два перехода. То есть на подрезке торца я буду использовать резец без индексации. А на втором переходе я буду использовать инструмент, который у меня индексирован на 15 градусов. Давайте проверим. Да, значение стоит минус 15. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть на визуализации. То есть первая моя обработка. Идет одним лицом, и точение у меня другим резцом. И давайте теперь, чтобы вам было понятно, мы посмотрим визуализацию на станке. Обращаем внимание, что поворот у меня ровное число, ровное значение. И теперь у меня значение поменялось на 165. То есть у меня револьверная голова синдексировалась на 15 градусов относительно первоначального положения. Ну и давайте мы сгенерируем управляющую программу. И как мы видим, здесь инструмент с седьмым корректором, а здесь у меня 18 инструмент с 18 корректором. Все корректно. Да, если вы хотите использовать данную функцию и у вас этот станок поддерживает, то вам, конечно, в постпроцессоре также нужно это все описать. Спасибо за внимание. Пользуйтесь, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.